последнюю неделю интенсивность движения через Ормузский пролив возросла, а среднее значение транзита за 7 дней до пятницы включительно, то есть вот до той пятницы, которая была на этой неделе, достигло самого высокого показателя с начала войны. По данным отслеживания судов, с утра пятницы пролив пересекли 13 судов, 10 вышли из Персидского залива, а 3 вошли в него из открытого моря. Тут некоторые коллеги успели написать, что, смотрите, даже газовозы уже идут через одобренный Ираном маршрут. Но иранские газовозы. Самое страшное, иранские газовозы. Мы вот тут подумали и решили, надо расстроить, наверное, широкую общественность и коллег. Это не те газовозы. У Ирана нету производства СПГ. Ну, просто некоторые заговорили про СПГ, поэтому мы так сразу. Это пропан-бутан они везут. И в Индию, да, действительно везут иранский пропан-бутан, но это не какая-то невероятная новость. Иранские поставщики как-то договариваются все это время с иранским руководством о проходе своих судов. Платят, наверное. То есть они что же, нейтральные? Нет, мне кажется, они должны быть все-таки дружественными, и не должны платить. На самом деле, что касается сугов, сжиженных углеводородных газов, пропан-бутан, в Индии действительно спрос большой, используется в домашнем хозяйстве для приготовления пищи. И там вот с этим была проблема, потому что получали как раз в основном из Персидского залива. Сделок таких между Индией и Ираном не было с 2019 года, то есть с того момента, как предыдущий Трамп вышел из сделки по иранской ядерной программе. В которую еще Обама входил. Да, и в ответ, соответственно, наклал санкции, или наложил, как правильно. Вот с этого момента Индия действительно, так это, опасаясь вторичных санкций, сделок не совершала. Сейчас, пользуясь тем, что приостановлены санкции в отношении Исламской Республики Иран, решила какую-то часть своих проблем. Проблем в Индии, разумеется, достаточно много. Ну, давайте мы движение судов еще и на графике посмотрим. Да, если вдруг вы только что первый раз подключились, смотрите нашу программу, у нас тут и графики, схемы, таблицы, и их еще в течение этого выпуска будет очень много. А если вы хотите написать какой-то комментарий, замечание, предложение, то вот в углу экрана, вот в том углу, будет периодически появляться QR-код, с помощью которого вы это все можете сделать, и мы даже по возможности будем отвечать. Ну и пока я это все говорил, вы могли рассмотреть этот чудесный график, подготовленный Блумбергом, то есть, не самое дружески настроенное к Трампу, но все-таки западное издание, которое пытается рассматривать, что же там действительно происходит в Ормузском проливе. И тут интересный момент. Вот пока график не убираем, потому что есть такое мнение, что на самом деле судоходство там гораздо более бодрое, потому что просто отключают средства позиционирования и проскакивают Ормузский пролив, и потом включают уже, когда далеко-далеко-далеко ушли от Ирана, от его средств поражения. Вот методика, которая использована Блумбергом, там отдельно это оговаривается, для подсчета судов, учитывает этот факт, то есть учитывается, что это судно было в Персидском заливе, а потом хопа, оно где-то еще. Значит, оно просто отключило средства позиционирования. Да, и уплыло куда? Или ушло. Кому как больше... Нет, тут... Не. Если поговорить с морскими волками, они могут сказать, они могут придраться ик ушло, ик уплыло. Поэтому мы будем и так говорить. Когда ближе к новостной повестке, убежала. Хорошо. То есть, как вы видите, проблемы не просто есть, а проблемы колоссальные. То есть, более сотни судов заходило и выходило через Ормузский пролив. Проходил Ормузский пролив, если суммировать, до начала боевых действий. А теперь вот такая ситуация. Я уже видел статистику. В среднем по прошлому году 134 судна в сутки. Сейчас итог. Это нам важно подчеркнуть, когда Блумберг пишет «самое интенсивное судоходство». Посмотри, 13 судов прошло. Это все здорово, но это почти в 10 раз меньше, чем ходило до начала боевых действий. Вот это интенсивное судоходство. И давайте разбивку по судам посмотрим, что это, собственно говоря, за суда, которые туда-сюда бегают.
Вот. В разбивке по судам все выглядит вот так. Как, я думаю, легко заметить, с нефтяными танкерами есть некоторая напряженка. То есть их было довольно большое количество, более 20 единиц проходили Ормузский пролив до начала боевых действий. А вот теперь местами вообще ничего не идет. Местами, проходят какие-то единицы. И обратите внимание на LPG Tankers, вот черненьким выделено. Это те самые танкеры, которые везут суги. Кстати, а сколько там у нас... Liquid Petroleum газ. Вот, сжиженные нефтяные газы. Да. Дословно. И сколько у нас там сереньких, серенького на этих графиках? По-моему, нету. Не так ли? Серенькие — это как раз-таки СПГ-танкеры. Отсутствуют. Они даже в этой подробной схеме отсутствуют. Что прозрачно нам намекает на простое обстоятельство. Газ не идет. Тот самый газ, который всем интересен. Потому что, пропан-бутан, будем честны. Если уточнить пропан-бутан, все... кому он нужен? Кстати, в Индии на нем даже еще и ездят. Там, притом, трехколесный транспорт. Вот, Иран заявил, что Ирак освобожден от ограничений на проход по Ормузскому проливу. Вот как частный случай реализации вот этой стратегии. Давайте соответствующую цитату посмотрим. Обратите внимание авторства. Да. Братский Ирак освобожден от ограничений, введенных в отношении Ормузского пролива, приводит заявление Центрального штаба Вооруженных сил Ирана иранский телеканал Аль-Алам. В штабе подчеркнули, что ограничения распространяются только на враждебные страны. Учитывая, что в СПГ-проектах много враждебных стран, которые... Достаточно. На самом деле Ирак не ждал вот такого доброго проявления и открыл новый маршрут, новый вариант логистики нефтяного экспорта на автомобилях через Сирию к морю. Может быть, сейчас что-то изменится, потому что падение объема добычи в Ираке, наверное, в относительных единицах, то есть по отношению к тому, сколько добывалось до начала действия, самое суровое оказалось. И проблема с нефтепроводом, который уходил в Турцию, то удается поставлять, то не удается поставлять. А вот пролив был закрыт, поэтому такое непросто Ираку сейчас. Нам уже в наш чатик пишут работники, столкнувшиеся с проблемами с судоходством через Ормузский пролив. И притом не только с самим судоходством, но и с доступностью бункеровочного топлива. Дали меньше, чем просили. Видим, сочувствуем, видимо, в данной ситуации. А по поводу Ирака. Давайте посмотрим, а куда Ирак вообще возит свою нефть? Потому что, для того, чтобы понять, в честь кого это решение, неплохо было бы знать. А Ирак, он куда поставляет? И с удивлением, наверное, или без удивления, мы можем заметить, что крупнейшими покупателями иракской нефти являются Китай и Индия. В Европу там около 40 миллионов тонн идет. А в целом страны АТР, кроме Китая и Индии, еще 17 миллионов тонн. И около десятка миллионов. Это все данные за 2024 год. Данных за 2025 год пока подбитых еще нет. Но ситуация, в общем, для Ирака принципиально не меняется. Основной покупатель – Китай. Второй покупатель – Индия. И тут, наверное, стоит пояснить. Вот мы говорим Ирак, но после того, как туда те же самые люди, которые сейчас умело открывают Ормузский пролив, принесли демократию, Ирак находится в такой, знаете, как это, суперпозиция называется, да? Мы можем так сказать? То есть они немножечко как бы есть, но как бы местами нет. То есть есть регионы с автономностью, выходящей за пределы не то чтобы разумного, но, короче говоря, у Ирака, как у государства, есть проблемы. Есть проблемы с целостностью этого самого государства. И периодически, когда мы видим новости об Ираке, в действительности мы можем видеть новости об отдельных регионах, которые самостоятельно с кем-то договариваются. А когда мы видим, например, новости о том, что Ирак прекратил поставки в сторону Турции, то это не то, чтобы Ирак прекратил, а вот центральные власти оказались недовольны отдельными регионами, которые поставляли в сторону Турции. В общем, сложно там в этом. Курдистан у нас не запрещен, так что можно произносить смело. Я подводил к тому, что вот есть такой иракский Курдистан. Из иракского Курдистана, кстати, очень перспективного региона с точки зрения нефтедобычи, без шуток вот сейчас. Это регион, в котором до, по сути, нулевых годов текущего века значительной разведки не было, добычи не было, и вот она стартовала только после того, как
некоторые изменения политического характера на территории Ирака произошли. Вот. Но это так, экскурс. По поводу России, давайте так упомянем Российскую Федерацию в плане всех этих поставок, в плане изменений на фоне происходящих событий. Нашей статистики нет, тут продлили запрет на публикацию нашей статистики по добыче, по поставке, по переработке, экспорту. В общем, так как нашей статистики у нас нет, и ни у кого, видимо, нет нашей статистики, то приходится получать нашу статистику из недружественных источников, которые публикуют эту статистику, и на недружественные источники ссылаются в том числе наши СМИ. В данном случае вот мы с Борисом вынуждены ссылаться. Так. Может быть, это прозрачный намек что-то изменит, а может, не изменит. Может, так и должно быть. Так вот, давайте цитату по поводу поставок из России. В среднем за неделю, заканчивающуюся 29 марта, объем поставок сократился до 2,32 миллиона баррелей в сутки. Речь про поставки российской нефти морем, которые дают Bloomberg с опорой на свои подсчеты. Что на 1,75 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2025 года. В этом месяце объем нефти, поступавший в Индию, вырос почти до 1,7 миллиона баррелей в сутки из России. О чем здесь идет речь? Как вы знаете, были атакованы наши мощности портовые на северо-западе страны. И о чем может свидетельствовать эта статистика? Мы в прошлом выпуске разбирали панические настроения. 40% мощностей. Все. Как написали некоторые очень мудрые СМИ, опять же, с опорой на Reuters. Даже Reuters себе такого утверждения не позволяла. Пересмотрите, пожалуйста, предыдущий выпуск на Рутюбе, на ВК, и он имеется. О чем свидетельствуют вот эти данные, что, мол, сократились на 1,75 миллионов баррелей? Да довольно банальная вещь. То есть, когда атакованы и горят некоторые емкости, вряд ли танкеры будут подходить и загружаться. То есть, вот эти данные, которые, кстати, сейчас тоже цитируются, публикуются, не могут трактоваться с точки зрения разрушения нашей инфраструктуры. Гораздо интереснее, каковы будут данные за эту неделю и за следующую. Вот. Это так, к вопросу о некоторой панике, которая у нас возникла на прошлой неделе, и нам вопросы, опять же, в эфир задавали, а что вы по этому поводу думаете? Некоторая статистика подоспела. Вот можно ее пообсуждать и пару слов по ее поводу сказать. Я думаю, что вот эти глубокомысленные выводы, которые предлагает Bloomberg делать из одной недели статистики, они, конечно, хороши. Если вам хочется привлечь внимание читателя чем-нибудь паническим. Видите, все упало. Давайте подождем еще неделю, посмотрим, что поднялось. Где поднялось. На всякий случай напоминаю, что руководство Транснефти к происходящему в Приморске и Усть-Луге отнеслось достаточно философски. Экспортные возможности где-то еще есть. Где? Закрытая информация, как принято решением нашим Министерством энергетики и правительством. На самом деле, я не знаю ни одной страны, у которой экспортные возможности задействованы на 100%. Запас есть всегда. В основном связано не с политикой, а с тем, что это море. Поставки выполнять надо, потому что есть контракты, а погоды в море нет, чтобы оторваться от причальной стенки. Так что давайте подождем недельку. Кстати, отмечали, в том числе к чести авторов Bloomberg, они там отдельно отмечали, что далеко не все проблемы, с которыми Россия с точки зрения этой статистики столкнулась, это проблемы, связанные с каким-то силовым воздействием, часть проблем, связанных с погодой. Например, в Козьмино. Это вообще Дальний Восток. То есть нас тут спрашивают. Это самый веселый вопрос вообще за всю историю нашей программы. Здравствуйте, уважаемые ведущие. А вы вправду сейчас в прямом эфире в студии в воскресенье? Или это все-таки запись? Конечно, запись. Конечно, запись. Очевидно. Так вот. Какие могут быть сомнения? Вас не проведешь. Так вот. Действительно, могут быть проблемы, связанные с погодой, но раз мы заговорили про Россию, а дежурные слова про Ормузский пролив мы все-таки уже закончили. Правда, все равно возвращаться придется, но потом. Мы, поскольку живем в дружественной Ирану стране, прошли Ормузский пролив. Прошли Ормузский пролив. С чем друг друга и даже не заплатили. Это вообще прекрасно. Так вот, поговорим про нефтегазовые доходы Российской Федерации. Нефтегазовые доходы бюджета России в марте
текущего года составили 617 миллиардов рублей. Ну, такая скромная сумма. Давайте табличку посмотрим соответствующую. Можем ли мы увидеть таблицу, чтобы... Эта таблица взята с сайта Министерства финансов Российской Федерации. Все желающие могут вбить нефтегазовые доходы России Минфин в любом удобном вам поисковике, и вы выйдете на вот эту табличку. Не забывайте, что данные от Министерства энергетики засекречены. И вот из этой таблицы ничего понять, конечно, никто не сможет. Ни в коем случае, никак. Так вот, что мы видим? Мы видим, что данные больше, чем за прошлые месяцы, примерно на 43%. Но пока рост цен на российскую нефть не в полной мере отразился на доходах. Ну как же так не отразился, если вот в 1,5 раза больше собрали? Там НДД заплатили. То есть по итогам первого квартала выплачивается налог на добавленный доход. И я понимаю сейчас, какие налоги? Это одна из составных частей специфических нефтегазовых налогов. Вот он выплачивается раз в квартал. И вот его выплатили. Малое и сложное месторождение. Там налог не на добычу полезных ископаемых, то есть абсолютная единица за определенное количество. Вот поднялось там литр, килограмм нефти над поверхностью земли. Все, его уже пора платить. НДД немножко по-другому. Учитывают и расходы, и доходы. Вот на добавленный доход есть налог. Выплачивается раз в квартал. Самое интересное, что и в феврале, и в марте демпфирующая надбавка знаменитая выплачивалась нефтяниками в бюджет, а не возвращалась нефтяникам. Вот. Но это связано с тем, что в январе и в феврале довольно низкие были цены на нефть. То есть она выплачивается с лагом в 2 месяца. Но что ж такое? А где же вот этот знаменитый рост цен? Ну, и мы сейчас к этому вопросу подойдем и попробуем оценить, что же там будет с нашим бюджетом. Опять же, обратите внимание на тот факт, что базовый месячный объем нефтегазовых доходов выше того, что было собрано. То есть планировалось собрать больше. То есть мы сейчас только начинаем догонять те объемы, которые были изначально заложены в бюджет. И я напомню... Объемы денег, не объемы нефти. Да. И я напомню, что у нас в бюджет заложена цена нефти порядка $59 за баррель. Мне всегда нравится, как это звучит. В государственный бюджет Российской Федерации стоимость барреля заложена в $59. Но будем честны, рядом закладывается еще и курс национальной валюты. 92 рубля за доллар. То есть в рублевом выражении цена российской нефти, цена нефти, заложенной в бюджет, составляет примерно 5500. Вот можете меня поправить, если я очень сильно ошибся. За тот самый баррель. За тот самый баррель. У нас в Российской Федерации очень известная мера объема. Баррель. Тонны мы не используем, литры не используем, мы используем баррель. А баррели мы используем, потому что есть международная система торговли, которая базируется на барреле. А мы зависимы от международной системы торговли, потому что есть маркеры, а есть эталоны. И вот у нас нету эталонных сортов. У нас есть только маркерные сорта. Поэтому ай-яй-яй. Так вот, возвращаясь, дорогие друзья, после этой мудрой мысли вернемся от реалий Налогового кодекса Российской Федерации к Блумбергу. А то мало, знаете, за предыдущие наши выпуски было Блумберга. Мы как-то стали скучать, и в этом выпуске решили добавить немножечко Блумберга. Итак, Блумберг тоже следит за российскими доходами. Он беспокоится о нас. Он очень беспокоится. И давайте почитаем, что Блумберг думает по поводу наших доходов. Он, правда, их считает несколько не так, как Министерство финансов. Он считает следующим образом. В среднем за 4 недели, с 22 по 29... Я сейчас поясню, что означает, вот почему берется неделя, а говорится в среднем за 4 недели. С 22 по 29 марта валовая стоимость экспорта из Москвы выросла до 1,79 миллиарда долларов в неделю по сравнению с 1,7 миллиарда долларов за период с 22 по 29 марта. Это самый высокий показатель с мая 2024 года. При этом рост цен более чем компенсировал снижение объемов. Вы помните, они там насчитали снижение объемов, а потом такие, елы-палы, а цены-то растут. А они продали меньше, а заработали больше. Какое безобразие. Что за 4 недели, если речь про недели? Они считают, такое мнение, в принципе, довольно оно допустимо, выглядит странно, но допустимо. Смотрите, они берут статистику за неделю, а потом берут
средние арифметические показатели за предыдущие 4 недели, считая вот эту. И рисует график не только исходя из недельных показателей, но и среднестатистического показателя за 4-недельный период. Каждый раз его пересчитывая с учетом новой недели. Надеюсь, понятно объяснил. Вот 4-недельный период за последнюю неделю, когда они произвели подсчеты, дал вот такой веселый результат. То есть, несмотря на снижение объемов, цены к тому моменту выросли настолько восхитительно. А давайте график посмотрим, а то они график рисуют. А что ж мы графики не покажем? Вот график. Неплохо, правда? Как-то вот, как-то... Вот за неделю вроде как сократились объемы, но тоже сократились так, что, в смысле денежные поступления, так, что, в общем, они все равно выше, чем в январе, чем в феврале. А средний показатель, вот он, вот какой красивый. Так вот, почему показываем графики, кроме того, что, мы решили сильно отличаться от других программ, где графики не показывают. Потому что до вот этих самых графиков в статьях Блумберга обычно не доходят коллеги, которые публикуют новости, исходя из заголовков и первого абзаца тех самых статей. Потому что если рассмотреть графики, некоторая реальность, которая рисуется в комментариях к этим графикам, может оказаться, вот тут немножечко, знаете, вот она немножечко другой может оказаться. Всегда числовые значения, которые приводит тот же самый Bloomberg, надо проверять. Статистика у них хорошая. Не то чтобы мы утверждаем, что она 100% правильная, но хорошая. Комментарии к статистике могут быть не очень хорошими, а сама статистика, да прекрасно. Так называемая интертрепация фактов. Она самая. Факты и интертреплемся. Получаем первый абзац. Первый абзац видят все СМИ, и они вот эту интертрепацию тиражируют. Там еще веселее. Сейчас Bloomberg стал добавлять краткое содержание, которое искусственный интеллект делает. Там 3, таких предложения, которые вот центральную мысль выделяют. Говорят, вот смотрите, вот у нас об этом. А потом читаешь, подождите, это ерунда, то, что вы рассказываете. А вот тут ладно. Как раз об этих данных давайте. Что с ценой? Опять Bloomberg, это не мы тут посчитали. Bloomberg считает.